Глава 846. Как мотыльки к пламени. Предок Линху взглянул в том же направлении, что и Ханли, и увидел, как вдали мерцает свет. Фиолетовые и черные огни сверкали так ярко, что закрыли собой половину неба. Посреди этих огней поднялось изумрудно-зеленое облако шириной в 100 метров, в котором стали вращаться остальные огни. Когда эти огни переплелись в зеленом облаке, раздался, земля дрогнула, а издалека послышался жуткий вой. Странные черно-фиолетовые огни распространили по небу бушующие волны плотной дьявольской ци, содержащие в себе знакомую ауру, с которой они были хорошо знакомы. Эта зловещая аура была такой же, как у одержимого тела маркиза Наньлуна. Однако эта аура была намного плотнее, и давление, исходящее от нее, ощущалось сильнее. Но предок Линху еще больше испугался того, что черно-фиолетовые огни и зеленое облако быстро двигались в их направлении. Казалось, они скоро будут здесь. Расплывающийся трупный яд. Это ядовитое облако — одно из техник Вейвуэ. Он способен убить любого культиватора, который коснется его. Я видел, как он использовал его раньше. Лицо женщины в белом вспыхнуло при виде этого зеленого ядовитого облака. Ханли и предок Линху, услышав ее, переглянулись между собой со странным выражением лица, в котором, очевидно, скрывался страх. Хотя сила этого зеленого облака была огромна, она явно уступала силе черно-фиолетовых полос света. Неужели его враг был на одном уровне с культиватором поздней стадии зарождающейся души? Однако, судя по ауре, которую он излучал, его противник определенно не был душой высшего демона, которая обладала телом маркиза Наньлунга. Когда женщина в белом увидела выражение двух других, она тоже это поняла, и выражение ее лица стало угрюмым. Должны ли мы, женщина в белом колебалась, собираясь что-то предложить, как вдруг ледяное духовное чутье пронеслось мимо трех и прервало ее. Сердце Ханли дрогнуло, когда он почувствовал это, и выражение лица предка Линху стало особенно мрачным. Немного помолчав, Ханли спокойно сказал: «Нам нужно скорее решать, что делать. Если мы будем медлить, мы можем упустить свой шанс. Раз высший демон, с которым мы сражались, сбежал туда, господин Даосистувею придется несладко, независимо от того, насколько высокий уровень его культивации. Вы планируете помочь ему или сбежите сейчас, дожидаясь, пока монстры выследят вас после победы над Вейвуей?» Прежде чем Ханли заговорил с ними, он пронесся своим духовным чутьем по черно-фиолетовому сиянию. Однако удивительные духовные колебания ци мешали ему разглядеть что-либо, к его разочарованию. Было ясно, что битва была за пределами его нынешнего уровня культивации. Предок Линху и женщина в белом тревожно переглянулись между собой. Если бы это было возможно, эти двое предпочли бы бежать, спасая свою жизнь, а не сражаться с высшим демоном. Однако слова Ханли были верны. Как только Вейвуэ потерпит поражение, их шансы выбраться из долины будут равны нулю, поскольку они слишком глубоко внутри. Кроме того, если Вейвуэ выживет, он будет знать, что они бездействовали, вместо того, чтобы помочь ему. Будучи культиваторами Союза 9 наций, с этим не было бы проблем. Однако они были великими старейшинами своих соответствующих сект, а это могло означать катастрофу для секты маскирующейся Луны и долины Желтого Клена. Эти двое колебались, потому что были возмущены тем, что, хотя они оказались в ловушке такой ситуации, им пришлось поставить на кон свою жизнь ради своих сект. Ханли горько хмыкнул про себя, наблюдая за черно-фиолетовым сиянием, но не сказал ни слова. Предок Линху нахмурился и мрачно вздохнул, а затем он сказал: «Среди нас троих у господина Даосиста Ханя самые мощные способности. Что ты планируешь делать?» «Я? Ну, хе-хе». Ханли не сразу ответил, а просто улыбнулся. При виде этого предок Линху криво усмехнулся и внутренне проклял Ханли за его хитрость. Если Ханли предложит уйти, все трое немедленно покинут это место. И если Вейвуэ позже расследует это, он и женщина в белом смогут обвинить в этом Ханли. Пока предок Линху пытался найти способ выпутаться из этой неловкой ситуации, Ханли вдруг вскрикнул: «Ох! Поблизости есть еще культиваторы, но это неудивительно». Учитывая, каким громким был грохот, он привлек внимание культиваторов в пределах нескольких тысяч километров. Когда предок Линху и женщина в белом услышали это, они поспешно проследили за взглядом Ханли и обнаружили, что по ту сторону битвы к зеленому облаку и странному сиянию летела группа культиваторов. Как это может быть их? Почему они попали в такой опасный район? Ханли проверил этих культиваторов своим духовным чутьем и почувствовал волну шока. Он узнал 2 из 3 культиваторов в группе. Одним из культиваторов был даосист Небесный Кристалл, с которым он в прошлом совершал обмен. За ним следовали 2 дьявольских марионетки. Они были сильно повреждены, и у одной из марионеток даже не было руки. Другой человек, которого он узнал, был седовласый старик, старший боевой брат Ханли, старейшина Чен.
О последнем человеке Хань Ли знал только то, что этот старик вошел в долину вместе с его старшим боевым братом Ченом. Третьего культиватора, который должен был быть с ними, не было. Очевидно, с ним что-то случилось. Узнав этих людей, выражение лица Хань Ли стало мрачным. Казалось, что эти культиваторы были привлечены страшной битвой. Возможно, они ошибочно полагали, что эта битва была между культиваторами, которые сражались за редкое сокровище. Если бы они знали, что вместо сокровища их ждет демон, который пожирает зарождающиеся души, они бы наверняка улетели. Поскольку они были слишком далеко от Ханьли, он не мог достичь их своим духовным чутьем, чтобы остановить. В результате они приблизились к битве в мгновение ока. Вэй Вуя, несомненно, будет заинтересован в том, чтобы втянуть их в драку, подвергая их опасности. Хань Ли не особо волновали другие, но его старший боевой брат Чен с добротой относился к нему в секте дрейфующего облака и не мог стоять в стороне, наблюдая, как тот умирает. Казалось, он должен был вмешаться в битву. Первоначальный план Хань Ли полностью провалился. Изначально он собирался подождать и посмотреть, как пойдет сражение, прежде чем решать, вмешиваться ему или бежать. Если бы Вэй Вуя оказался в невыгодном положении, он, естественно, был бы готов вступить в битву с высшим демоном. В конце концов, он был всего лишь человеком и не хотел, чтобы высшие демоны превратили долину падения демонов в бойню и сожрали все души культиваторов. Но если бы Вэй Вуя был полностью разгромлен, он определенно не стал бы вмешиваться и решил бежать, сохраняя свою собственную жизнь. В результате на всех культиваторов в долине падения демонов обрушилось бы жуткое бедствие. Поскольку высшие демоны смогли победить культиватора на поздней стадии зарождающейся души, Хань Ли определенно не смог бы сражаться с ними, но он должен был быть в состоянии сбежать. Но теперь, когда его старший боевой брат Чен приближался к битве, выражение лица Хань Ли дрогнуло, и ему оставалось только набраться смелости, чтобы вмешаться в битву. Если бы ситуация стала слишком опасной и произошло бы наихудшее, он должен был быть в состоянии использовать технику теневого кровавого уклонения, чтобы сбежать. Однако ему пришлось бы тщательно выбирать направление, иначе он столкнулся бы с пространственной щелью. Поэтому он решил использовать эту технику только в крайнем случае. С этой мыслью Хань Ли повернулся и обратился к предку Линху и женщине в белой. Поскольку на помощь прибыли другие культиваторы, я не буду стоять в стороне. Независимо от того, что вы решите сделать, я пойду первым. Однако, учитывая, что вы двое так близки к битве, я подозреваю, что господин Даосист Вэй уже обнаружил вас. Ваши будущие отношения с ним могут испортиться, если вы не присоединитесь к битве. Сказав это с тоном легкой угрозы, Хань Ли направился к битве в виде полоски лазурного света. После этого оставшиеся два культиватора зарождающейся души потеряли дар речи. В это время битва между черно-фиолетовым сиянием и зеленым туманом стала еще более ожесточенной. Слова Хань Ли, скорее всего, были правдой. Поскольку они были всего в 5 километрах от него, Вэй Вуй уже проверил местность своим духовным чутьем и с легкостью обнаружил их. Предок Линху погладил бороду и горько улыбнулся женщине в белом. «Господин Даосист Хань прав, пойдем. Как человеческие культиваторы, мы обязаны убить этих демонов». Лицо женщины в белом стало мрачным, однако она молча кивнула в ответ. К счастью, было бы несколько культиваторов, одновременно атакующих этих грозных демонов, и у нее был шанс выжить. Надеясь на лучшее, двое собрались с духом и направились к битве. Тем временем, в 50 километрах позади них был великий старейшина секты контроля над призраками Дун Мэн Ту и только 3 из 5 учеников его секты. 2 других погибли в пространственной щели. Еще дальше находились старейшина Джун секты духовного призрака и группа учеников его секты. У старейшины Джуна было особо мрачное выражение. Несмотря на то, что у него был запланированный маршрут через долину падения демонов, 2 его учеников погибли на этом пути в пространственных щелях. Еще хуже было то, что главная цель их трудного путешествия, фрукт духовного роста, была украдена у них из-под носа. Это привело его в ярость. Для него фрукт духовного роста был последним шансом войти в позднюю стадию зарождающейся души. Поскольку порезы на дереве фрукта духовного роста были свежими, а фрукты было нужно немедленно переработать в лекарственных таблетки, они не могли далеко уйти. Он отправил своих учеников на поиски, но, к его разочарованию, они ничего не смогли найти. Но как только старейшина Джун собирался вернуть своих учеников, они столкнулись с волнами Ци, которые почти стерли их с лица земли. К счастью, он обладал высокоранговым защитным древним сокровищем, что позволило им выжить без каких-либо повреждений. После этого вдалеке появилась еще одна волна удивительных духовных колебаний Ци, и он сразу же вспомнил о культиваторе, который украл фрукты духовного роста, направившись вперед со своими учениками, подавляя горячее нетерпение в своем сердце. Глава 847. Встреча двух демонов.
Ханли держал при себе высший демонический труп и даже выпустил дюжину огромных марионеточных черепах, подлетая к битве. Когда предок Линху и женщина в белом последовали за ними, они оба были удивлены и почувствовали некоторое облегчение. Несмотря на то, что поодиночке марионетки были бесполезны, объединив их, они могли очень помочь культиватору зарождающейся души. Хотя они оба почувствовали облегчение при виде этого, предок Линху почувствовал острую зависть, а женщина в белом испугалась. Подумать только, у Ханли все еще есть козыри в рукаве. Он очень таинственный персонаж. В мгновение Акханли быстро преодолел расстояние в 5 километров до битвы. Находясь в 300 метрах от происходящего, он остановился и осмотрелся по сторонам. Теперь, будучи здесь, он обнаружил, что повсюду было бесчисленное количество щупалец из черно-фиолетовой дьявольской ци, которые дико трепетали вокруг. В центре фиолетового света был демон, который являлся источником дьявольской ци. У демона было злобное лице, а на лбу торчал рог и внешне напоминал двухглавого, четырехрукого демона. Одно его тело было человеческим, а кожа — гладкой и полупрозрачной, как тонко вырезанный нефрит. В этот момент у демона были закрыты глаза, словно он спал. Но странно было то, что рев доносился из его живота, хотя рот его явно был закрыт. Судя по этому звуку, казалось, что демон был в ярости, но его лицо было совершенно неподвижным. Руки демона механически бросали сферы абсолютно черного пламени к зеленому облаку внизу. Огненные сферы, казалось, лишь постепенно замедлялись. Но, несмотря на ничем не примечательный внешний вид огненных сфер, взрываясь, они испускали волны пламени шириной 30 метров, рассеивая большинство зеленых облаков поблизости. Тем не менее, зеленое ядовитое облако Вэй-Вуя нельзя было недооценивать. Облако несколько раз дрогнуло и выпустило непрерывный поток змей из ядовитой ци, мгновенно начав контратаку и уничтожив черные огненные сферы. Однако это было сделано напрасно, поскольку все они разорвались в воздухе, не добравшись до демона в фиолетовом свете. В результате зеленые облака, странное сияние и черное дьявольское пламя то и дело переплетались, взрываясь в воздухе. Вскоре предок Линху приблизился к Ханли, увидев в воздухе демона, удивленно сказал, что здесь происходит. Демон, кажется, еще не пробудился, или, может быть, его тело находится под каким-то ограничительным заклинанием. В любом случае, это отличная возможность. Ханли покачал головой. Продолжая осматриваться, он сказал, если бы все было так просто, то господин Даосист Вей уже давно убил бы его, а не оставался бы спрятанным в ядовитом облаке. Кажется, происходит что-то еще. Судя по этой более мощной дьявольской ци, очевидно, что этот демон могущественнее. К тому же, кажется, он как-то связан с улетевшим демоном. Ханли был озадачен тем, что не смог найти никаких следов демонического маркиза Нанлуна. Внезапно он перевел взгляд на старшего боевого брата Чена и его товарищей. Они прибыли незадолго до него и выглядели еще более удивленными. Когда старший боевой брат Чен увидел Ханли, на его лице появилось восхищение, но по неизвестной причине он просто кивнул Ханли с улыбкой на лице. Ханли при виде этого криво улыбнулся и неохотно отправил ему голосовую передачу: «Старший боевой брат Чен, ты пришел не вовремя. Этот демон очень опасен. Кажется, даже Вэй-Вуя ему не ровня. Кроме того, есть еще один демон с 4 руками и 2 головами». Старший боевой брат Чен встревоженно ответил, что это облако принадлежит господину Вэй-Вуя, а поблизости еще один монстр. Раз ты знаешь о том, что происходит, ты уже сражался с этим демоном. У меня был небольшой бой с другими демонами. Хотя я не знаю его истинной силы, он не ниже культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Даже если мы объединим наши силы, мы едва сможем с ним справиться. Кроме того, этот дьявол способен поглощать зарождающиеся души, искусен в техниках сокрытия и может передвигаться на огромной скорости. Тебе следует быть осторожным. Мы должны держаться вместе, если он нападет на нас. Таким образом, у нас будет больше шансов. Я понял. Поговорю об этом со своими товарищами. Услышав это, сердце старшего боевого брата Чена дрогнуло. Он повернулся и рассказал своим товарищам информацию, которую узнал от Ханли. Даосист Небесный Кристалл уже узнал Ханли и, похоже, был шокирован, увидев рядом с ним 30 марионеточных тигров и черепах. В этот момент он улыбнулся Ханли, а затем заговорил со старшим боевым братом Ченом. Морщинистый старик, стоявший рядом с ними, удивленно взглянул на Ханли, услышав его имя. Хотя он был эксцентриком зарождающейся души, который долгие годы оставался изолированным от внешнего мира, даже он теперь был наслышан о репутации Ханли, не говоря уже о том, что Ханли был младшим боевым братом его хорошего друга. Подавив любопытство в своем сердце, он кивнул в сторону Ханли со спокойным выражением лица.
У предка Линху и женщины в белом не было особой репутации, не говоря уже об каких-либо отношениях с другой группой культиваторов, но они были связаны с Ханьли. Поэтому они согласились объединиться в борьбе против этих высших демонов. Затем воевуя сказал угрюмым, хриплым голосом: «Господин даосист Хань, ты прибыл как раз вовремя. Этот монстр — старейшина-дьявол, который вторгся в наш мир смертных в эпоху древности. Высшие демоны — заклятые враги всех человеческих культиваторов. Я не ожидал, что в долине падения демонов будет запечатан кто-то из них. Его случайно выпустили даосисты Ван Тяньшин и Ван Тиньгу, а сами они погибли в пространственной щели, когда демон появился. Мне повезло, что я смог выжить, но я сильно повредил свою жизненную силу. Я не смогу долго его сдерживать». К счастью, древние культиваторы наложили печать на его тело, но в настоящее время он уничтожает ее дьявольским огнем. Друзья даоситы, мы должны остановить его, иначе этот дьявольский монстр убьет всех в долине падения демонов. Голос Вэйвуй был полон беспокойства и тревоги, словно его раны действительно были серьезными. После этого зеленое облако дрогнуло, обнажив в его центре смертельно бледное лицо Вэйвуй с тусклыми глазами. Услышав это, Ханьли молча выругался. Он хотел только оказать помощь Вэйвуе, но оказалось, что они были главной силой в этой атаке. Это была проблема, предок Линху и все остальные с тревогой смотрели друг на друга, понимая, что их дела плохи. Раз сам Вэйвуе оказался не соперником демону, то чем они лучше? Но если они сбегут, Вэйвуе мог передать в мир культивации небесного южного региона, что они отказались от праведного дела. В конце концов, это была не борьба между культиваторами, где можно бежать без чувства вины, а борьба против высших демонов. Осознавая неловкость этой ситуации, голос Вэйвуи смягчился, и он сказал: «Не волнуйтесь, я уже проверил местным своих духовным чутьем. Вам нужно только задержать демона, пока другие не придут на помощь». Незадолго до этого я уже отправил талисман передачи голоса Мауланям. Учитывая, как они хотят позиционировать себя в небесном южном регионе, они не могут не прийти на помощь. Ханьли и другие с облегчением услышали это. Хотя они могут и не быть соперниками для высшего демона, они вполне могли задержать его на время. Однако демон, окутанный черной дьявольской ци, казалось, понимал, о чем они говорили. Его полузакрытые глаза дрогнули, и мелькнуло ледяное сияние. Скрестив руки, он медленно поднял голову и осмотрелся по сторонам. Вскоре глаза демона прояснились, и черно-фиолетовое сияние засверкало вокруг него, в результате чего по спине у культиваторов побежал холод. Поднимая холод по спине культиватора, они почувствовали, как их сердце ушло в пятку, будто демон смотрел на них как на добычу. Однако Ханьли культивировал технику великого развития и смог противостоять большей части этого эффекта своим мощным духовным чутьем. Хотя он чувствовал себя не особо хорошо, он все еще мог смотреть на высшего демона своими глазами духовного прозрения. Он старался намеренно избегать взгляда демона, иначе его вид мог заставить его колебаться в битве против демона. Когда высший демон увидел вызывающий взгляд Ханьли, он почувствовал некоторое удивление и взглянул на него своим ледяным взглядом, пока Ханьли осматривал его. Предок Линху и женщина в белом первоначально стояли рядом с Ханьли, но когда взгляд высшего демона упал на Ханьли, они неосознанно отступили на несколько шагов назад, словно подавленные духовным чутьем высшего демона. Остальные изменились в лицах при виде этого и стали беспокоиться о своей защите. Затем демон поднял руку, и на нем засверкало черное пламя. Черный огненный шар быстро расширился и в мгновение ока вырос до размеров человеческой головы. Затем он бесследно исчез по взмаху руки. Сердце Ханьли дрогнуло при виде этого, и вскоре он был шокирован. Черный огненный шар направился не одного из них, а вместо этого полетел к пустой области в небе. Затем огненный шар взорвался, накрыв все в радиусе 30 метров. В шоке от Ханьли он обнаружил силуэт, появившийся в черном пламени, двухглавого, четырехрукого монстра. Руки монстра засветились фиолетовым светом и замахали в разные стороны, собирая черное дьявольское пламя в одну руку и превращая его обратно в огненный шар. Двуглавый высший демон проглотил его, а затем поднял голову и взглянул на демона сверху. «Так это был ты. Ты наконец-то нашел меня», — высший демон с дьявольским лицом вздохнул. Двуглавый высший демон зловеще улыбнулся и сказал враждебным тоном: «А смелости тебе не занимать, раз ты напал на меня. Кажется, ты хочешь стать главной душой. Интересно, было ли в прошлом ошибкой отправлять тебя за этими культиваторами?» Глава 848. Демоническая световая завеса. «Поскольку ты — это я, а я — это ты, почему я должен подчиняться твоим приказам сейчас, когда я обрел собственное сознание?» В священном царстве не редкость, когда фрагмент души пожирал оригинал.
ты должен был это понять, когда освободил меня», — спокойно сказал высший демон с одной головой. Двуглавый демон изменился в лице. «Я ожидал этого. Однако я не думал, что вам удастся заманить человеческих культиваторов к моему телу и использовать трансформацию разложения на моем запечатанном теле, чтобы создать новое. Может, ты не знал, но, хотя ты и смог снять проклятие, это сильно навредило жизнеспособности моего тела и уменьшило уровень моей культивации на треть. Знаешь, что это значит?» Демон с человеческим обликом сказал с презрением: «Твое тело? А чем ты? Изначально я был частью твоей души, так почему я не могу использовать тело по своему усмотрению? И я не сильно беспокоюсь о потере третьего уровня моей культивации. Если я поглощу тебя, я смогу остаться в мире смертных, став совершенно свободным. Когда придет время, я открою древний проход в священное царство. Благодаря этому великому достижению я могу даже стать членом священных предков. Какая мне разница до утраты уровня культивации?» Двуглавый демон при виде этого понял, что пути назад нет, и не стал продолжать разговор. Поскольку вторая душа демона, которую он культивировал, предала его, ему придется попытаться ослабить духовное чутье другого, поскольку в этом мире может существовать только одна главная душа. Конечно, у двуглавого дьявола не было другого выбора, кроме как сражаться. Поскольку главная душа была не способна избежать ограничительных заклинаний в этой области, он не мог рисковать фрагментом своей души. Хотя теперь он был ему не равней, фрагмент души совершил ошибку. Хотя его фрагмент души захватил демоническое тело, и его культивация не могла сравниться с истинным дьявольским телом, он наложил ограничительное заклинание на фрагмент своей души, будучи главной душой. Хотя он не знал, насколько он смог снять это ограничительное заклинание, это могло стать решающим фактором в битве между ними. Подумав об этом, высший демон внезапно повернул голову, посмотрел на толпу культиваторов и сказал: «Давай сначала поглотим зарождающиеся души этих культиваторов, а наши дела отложим на потом. После этого мы сразимся за то, кто будет главным. Не хочу, чтобы людишки получили возможность воспользоваться нашим хаосом. Разумеется, если ты согласишься». «Конечно. Я снял большинство ограничительных заклинаний со своего тела. Даже без тебя я мог бы убить их всех сам», — спокойным тоном говорил фрагмент души высшего демона. Затем он открыл глаза, которые сверкали ослепительным фиолетово-красным светом. Высший демон холодно рассмеялся, и он неосознанно перевел взгляд на Ханли. «Не переоценивай себя. Среди них есть несколько культиваторов, с которым довольно проблематично справиться». Высший демон открыл рот и выплюнул длинный пурпурный язык, словно возражая против этого утверждения. Когда культиваторы увидели появление двуглавого высшего демона, они слегка удивились, но, услышав их разговор, были потрясены гораздо больше. Казалось, что эти два демона изначально были мастером и фрагментом души. Но теперь, когда фрагмент души захватил демоническое дело, он стал главной душой, что вызвало непримиримые разногласия. Предок Линху и старший боевой брат Чен пришли в восторг, услышав это. Если бы два демона начали сражаться, у культиваторов было бы преимущество. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну, когда два демона решили объединиться, чтобы разобраться с культиваторами. Хань Ли быстро сообразил и повернулся к Вейвуе, сказав: «Господин Даосист Вей, я должен побеспокоить тебя и попросить задержать главного демона. Эти двое помогут тебе, пока я и другие будем сражаться с двуглавым демоном. Это все, на что мы можем надеяться, чтобы спасти себя». Хань Ли кивнул предку Линху и женщине в белом, указывая на то, что они должны помочь Вейвуе. Вейвуе горько улыбнулся, когда понял, что имел в виду Хань Ли, и сказал: «Я сделаю все, что смогу». Однако он уже снял большинство ограничительных заклинаний со своего тела, и я не знаю, как долго я смогу продержаться. Чем больше времени он сможет выиграть, тем больше сюда прибудет культиваторов. Предок Линху и женщина в белом не возражали против того, что Хань Ли приказывал им. В мире культивации сила решала старшинство. Не успел Хань Ли сказать это, как два демона начали действовать, не дожидаясь дальнейшего обсуждения между культиваторами. Главный высший демон закрутился, и вокруг его тела засиял демонический свет, который мгновенно затуманил небо и распространился по нему, меняя его цвет. Главный демон не двинулся с места, пока демонический свет не образовал завесу и не распространился наружу. У двуглавого демона было странное выражение на лице, но вскоре его тело размылось, и он исчез. Культиваторы при виде этого поняли, что битва началась. Независимо от того, что они изначально собирались сделать, они могли только начать сражаться, стиснув зубы и собрав всю свою смелость в кулак. Тело Вейвуя засияло зеленым светом, окружающее его облако задрожало и увеличилось в объеме. Из ядовитых облаков образовалось более 10 водяных драконов, которые тут же ринулись вперед, обнажив клыки и когти, иногда замедляясь из-за огромного влияния дьявольского света.
Предок Линху и женщина в белом переглянулись между собой при виде этого и полетели прямо к Вэйвуе. Женщина в белом вынула свое световое зеркало света и выпустила плотный радужный луч. Как только радужный луч столкнулся с демонической световой завесой, он замедлился. Предок Линху вынул нефритовый скипетр и небольшой блок нефритовых печатей. Он ударил по демонической световой завесе полоской зеленого света, придав ей огромный импульс. Предок Линху и женщина в белом думали, что, хотя Вэйвуе уже был ранен, он был одним из самых могущественных культиваторов в небесном южном регионе за последние несколько сотен лет. По сравнению с Хань Ли он был более надежным выбором для оказания помощи. По крайней мере, им бы не пришлось столкнуться с мощными техниками сокрытия этого двуглавого демона. Оба они не могли видеть эту технику, поэтому было безопаснее сражаться с другим демоном, находясь под защитой ядовитого тумана Вэйвуе. В мгновение оба вошли в зеленый туман. Вэйвуе открыл проход, предоставив им безопасный вход. Хань Ли больше не обращал внимания на этих двух культиваторов. Вместо этого он взглянул на группу культиваторов своего старшего боевого брата Чена и вскоре был ошеломлен. Он увидел, что они не смогли вовремя защитить себя, потому что их окутал демонический фиолетовый свет. Но поскольку все трое были очень опытными культиваторами зарождающейся души, у них были способы защитить себя. 3 культиватора и 2 марионетки объединились и создали пятиконечную защитную формацию. Они выпустили свои собственные защитные сокровища, превратив их в мерцающие световые сферы, которые конденсировались в плотный многослойный барьер. 2 зловещие марионетки открыли рты и выдохнули серую иньскую ци, скрыв всех 5 внутри. В этот момент Хань Ли услышал голосовую передачу старшего боевого брата Чена: «Младший боевой брат Хань, это демон довольно грозный». Безопаснее бы было, услышав это, Хань Ли горько улыбнулся. Казалось, у этих троих были способы защитить себя, так что ему не нужно было бы сильно беспокоиться о защите своего старшего боевого брата Чена. Хотя эта техника выглядела очень безопасной, но для этого требовалось, чтобы группа культиваторов, выполняющих его, хорошо подходила друг к другу, поскольку каждый из них ограничивал друг друга. Если кто-то не привык объединять усилия, ему было бы лучше передвигаться одному. С этой мыслью демоническая световая завеса достигла Хань Ли. Хань Ли нахмурился и выпустил лазурный свет, покрыв его слоем лазурного светового барьера. Затем он поднял руки и указал на световую завесу. Мгновенно несколько десятков трехметровых полос лазурного меча ци сплелись воедино и разрубили фиолетовую завесу на куски. Когда Хань Ли увидел это, он сразу же оглянулся и беспомощно вздохнул. Хотя он разрубил демоническую световую завесу у себя над головой, но он был полностью окружен ей. В этот момент демоническая световая завеса высшего демона распространилась на 5 километров в радиусе, демонстрируя мощную силу. Хань Ли почувствовал, что его действия замедлились, а завеса вспыхнула светом, оправившись от ущерба, нанесенного ему Хань Ли. Помимо того, что Хань Ли выпустил свой синий щит, он окутал себя дополнительным световым барьером и больше ничего не делал, поскольку он был погружен в фиолетовое сияние. Оглядевшись по сторонам, Хань Ли нахмурился, не обнаружив ничего. Он не верил, что высший демон просто так выпустил этот гигантский световой барьер. Не успел он об этом подумать, как он вдруг что-то почувствовал, и выражение его лица стало мрачным. Хотя в его теле не было ничего странного, он обнаружил, что фиолетовая завеса истощает его магическую силу через световой барьер. Хотя это было лишь небольшое количество магической силы, с течением времени это бы значительно повлияло на него. Хань Ли тревожно сжал кулаки и стал обдумывать это, как вдруг выпустил плотные потоки молнии из своей руки. Молния вспыхнула и вошла в 2 его световых барьера, а затем взорвалась. Со звуком раскатов грома его лазурный и синий световые барьеры, окружавшие его, покрылись бесчисленными тонкими дугами золотой молнии. В следующее мгновение демонический свет отступил, словно испугавшись. Хань Ли вздохнул с облегчением, а его мысли забегали. Высший дьявольский труп и его марионетки двинулись вперед, защищая его. Огромные марионеточные черепахи начали конденсировать ледяную ци и производить огромные полупрозрачные ледяные шипы на своей спине. Хотя эти действия не казались чем-то особенным, все это происходило в мгновение ока. Затем в глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, активировав на всю мощь свои глаза духовного прозрения. Несмотря на это, Хань Ли чувствовал, как бешено бьется его сердце, пока он оглядывался по сторонам. Глава 849. Битва начинается. Что происходит? Хань Ли не смог обнаружить никаких следов двуглавого демона, и его сердце ушло в пятки. Он глубоко вдохнул и насильно подавил беспокойство в своем сердце. Затем он влил всю свою духовную силу в глаза духовного прозрения, и его глаза засверкали ярким синим светом.
Хань Ли осмотрелся по сторонам и в конце концов кое-что нашел. Он тут же изменился в лице, а дюжина его огромных черепах внезапно засияла духовным светом, выпустив более 1000 ледяных шипов в направлении одной небольшой области. Внезапно в том месте, куда обрушился шквал ледяных шипов, появилась черная ци, раскрывая удивленного двуглавого демона с флагом заклинаний, кольцом и маленьким мечом в его 3 руках. Когда атака была направлена прямо на него, он тут же взмахнул 3 своими руками. Флаг заклинания выпустил черную световую волну, которая пронеслась над ним, маленький меч выпустил резкие полосы черной ци, а недавно приобретенное кольцо размылось, создавая свои бесчисленные копии с удивительной скоростью. Все ледяные шипы были мгновенно разбиты мощью сокровищ, прежде чем достигли его, распространив ледяную ци в радиусе 30 метров. Температура вокруг мгновенно упала. Однако двуглавого демона это совсем не волновало. Вместо этого он лишь зловеще улыбнулся и исчез по вспышке демонического света. Выражение лица Хань Ли стало мрачным при виде этого, и он облизнул губы. Высший демон был, пожалуй, самым грозным врагом, с которым ему приходилось сталкиваться на пути культивации. Всего одна небрежность могла привести его к смерти. Несмотря на то, что он сейчас использовал свои глаза духовного прозрения на полной мощности, демона было сложно увидеть в этом демоническом свете. Его движения были такими быстрыми, что Хань Ли не мог долго оставаться на месте. Он мог видеть только размытое изображение демона, которое перемещалось в поле его зрения. Хань Ли удавалось видеть высшего демона, только когда тот замедлялся или останавливался. В результате Хань Ли сразу оказался в невыгодном положении. Он обнаружил, что ему было тяжело использовать глаза духовного прозрения на всю мощность, поэтому он не мог использовать их слишком долго. С ослабленными глазами духовного прозрения Хань Ли не видел никаких следов демона. Хань Ли почувствовал себя мрачно. Теперь у него оставался только 2 варианта: либо нарушить технику сокрытия демона, либо заставить его отказаться от ее использования, сделав вид, что она была совершенно бесполезна. Иначе у Хань Ли не будет способа напасть на него. С этой мыслью Хань Ли изменился в лице и похлопал по своей сумке для хранения. Огромное облако золотых прожорливых жуков тут же стало роиться вокруг него. Свистнув, Хань Ли приказал облаку жуков рассредоточиться. В мгновение ак-жуки покрыли периметр шириной в 100 метров с Хань Хи в центре. В результате, даже если бы Хань Ли не смог использовать глаза духовного прозрения для обнаружения демона, он бы почувствовал его, как только тот вошел в периметр жуков, что защищало его от скрытых атак. Как только Хань Ли выпустил облако жуков, поблизости послышалось холодное фырканье. Во вспышке черного света появился двуглавый дьявол, глядя на сверкающих золотых прожорливых жуков с мрачным выражением на лице. Но сразу после этого человеческая голова демона напряженно нахмурилась, и головы поменялись местами. Злобная голова призрака теперь смотрела на Хань Ли с ледяной улыбкой на лице. Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало, и тут же насторожился сильнее. Он увидел, как голова призрака открыла пасть и выплюнула волны черной ци. Когда черные волны приблизились, они пронеслись мимо золотых прожорливых жуков, заставляя их раскачиваться в воздухе, а затем упасть на землю. В результате большинство жуков, что защищали Хань Ли, упали, оставив проход впереди. Голова призрака свирепо улыбнулась, глядя на Хань Ли, и его тело рассеялось в пятне черного света. Выражение лица Хань Ли стало угрюмым, и он тут же взмахнул рукой, выпустив шар золотистого света размером с грецкий орех. Скорость шара была невероятно быстрой и мгновенно достигла призрачной головы демона. Это была техника контроля молнии, которую Хань Ли познал в иллюзорном царстве, которая вызвала таблетка природной энергии. Сжатую в шар божественную дьявольскую молнию можно было использовать как внезапную атаку, жертвуя небольшой частью силы ради огромного увеличения скорости. Демон был застигнут врасплох этой атакой. Шар молнии был невероятно быстрым, лишив его возможности использовать свои техники передвижения и другие способности. Демону оставалось только открыть рот и выплюнуть фиолетовую тень, напоминающую змею, чтобы перехватить шар золотой молнии. Бум! Золотой свет взорвался, отбросив фиолетовую тень назад и наполняя воздух запахом гари. Голова призрака застонала от боли и зловеще взглянула на Хань Ли. Фиолетовая тень бесстрашно столкнулась с божественной дьявольской молнией, и ее язык был поврежден от этой атаки. Хань Ли не был удивлен, что его внезапная атака не удалась. Вместо этого он холодно улыбнулся и свистнул своим жукам, приказывая им подняться с земли и вернуться на свои позиции. На лице демона при виде этого появилось удивление, и он с серьезным выражением взглянул на золотых прожорливых жуков. Между тем, старший боевой брат Ченни и другие, глядя на начавшийся бой Хань Ли с демоном, выпустили в атаку свои собственные сокровища. Белый летающий меч, синяя нефритовая пластина и набор из 3 белых волнистых ящиков — все они набросились на двуглавого демона.
Высший демон холодно взглянул на эти сокровища, а затем взмахнул своими 3 магическими сокровищами, окутав их черным светом и блокируя атаку, что внезапно поглотив их в черном свете и препятствуя их нападению. Затем, с помощью какой-то неизвестной техники, демонические сокровища засверкали ярче, в несколько раз ярче, и их свет полностью захватил сокровища культиваторов в световой барьер. Внутри барьера сокровища культиваторов потеряли свою магическую силу, что лишило их возможности сбежать из него. Похоже, демон хотел разобраться с Ханьли, который был самой сложной проблемой, а затем заняться другими. Ханьли нахмурился при виде этого, а задняя голова демона внезапно сказала: «Эти насекомые действительно не боятся моего искусства дьявольской вибрации. Насколько мне известно, в этом мире есть всего несколько насекомых, способных противостоять его мощи. Судя по золотой оболочке твоих насекомых, они золотые прожорливые жуки. Учитывая то, что твои жуки все еще поддаются эффекту моих атак, они еще не достигли своей легендарной стадии созревания. В этом случае я бы был в их власти. Жаль, что я не могу использовать свое истинное тело, иначе я бы показать тебе свирепость демонических бабочек священного царства. Твои незрелые духовные насекомые — лучшая пища для них». Сказав это, задняя голова посмотрела на высшего демона, которого подавлял Вэйвуя со странным выражением на лице. Ханьли слегка приподнял губы, но выражение его лица не изменилось. Он, взмахнув рукавом, выпустил несколько десятков золотых мечей, которые тут же стали вращаться вокруг него. Сделав жест заклинания, Ханьли заставил сверкать мечи еще ярче. Он намеревался установить формацию золотых мечей. Глаза призрачной головы внезапно вспыхнули зловещим светом. «Кажется, ты сам ищешь свою смерть, поэтому пора заканчивать. Я сожру твою зарождающуюся душу и скоро закончу эту битву. Это тело больше не выдержит, поэтому я хочу, чтобы ты испытал истинную свирепость дьявольского искусства священного царства. Просто прими свою смерть». Демон почувствовал угрозу от летающих мечей по какой-то неизвестной причине и не собирался давать Ханьли возможность установить формацию. Он громко взревел, а затем его тело расплылось, и он бросился вперед к золотым прожорливым жукам. Сердце Ханьли ушло в пятки. Не в силах продолжить установку формации, он мысленно отдал жукам приказы. Хотя жуки немного боялись этого демона, они пришли в себя от приказа Ханьли и яростно бросилась вперед, атакуя демона. Марионеточные тигры, которые сопровождали Ханьли, тоже проворно бросились вперед во вспышке белого света. Высший дьявольский труп сделал большой шаг вперед и заблокировал фронт Ханьли. Марионеточные черепахи, что были позади Ханьли, раскрыли пасти и выпустили плотные лучи синего света. В мгновение окна двуглавого демона обрушился шквал атак. Ханьли не надеялся, что эти вещи смогут по-настоящему заблокировать демона. Он пытался выиграть время, чтобы установить формацию золотых мечей. Однако Ханьли сильно недооценил истинную мощь двуглавого демона. Голова призрака раскрыла пасть, издавая скрежет металла, а затем махнул руками. Все его пальцы размылись, создавая жесты заклинания с невероятной скоростью. В следующее мгновение из демона вышло интенсивное дьявольское сияние, на которое нельзя было взглянуть невооруженным глазом. Затем вокруг демона распространились волны черной ци, силой оттолкнув золотых прожорливых жуков, марионеточных тигров и уничтожив дюжину лучей синего света. В этот момент вторая голова демона раскрыла пасть и выпустила 3 отражающих крика, которые сотрясли окружающую ци, вызывая дрожь, заставив дрожать все окружающее пространство поблизости. После этого волна ци исчезла, и черное сияние ослабло. На теле демона появился блестящий черный панцирь, покрытый длинными шипами, который словно принадлежал злому богу войны, испуская давление, которое находилось за пределами этого мира. Затем голова призрака опустила голову и взглянула на Ханьли с диким выражением лица. Ханьли был ошарашен произошедшим. Глава 850. Второе появление дьявольского меча. Двуглавый высший демон зловеще рассмеялся, а затем его тело исчезло в порыве ветра. Высший дьявольский труп, который стоял неподвижно перед Ханьли, внезапно зарычал, и его руки дрогнули, выпуская бесчисленные зеленые полосы когтей. Черный свет замерцал, и высший демон появился перед заградительными полосами зеленых когтей. На призрачном лице демона появилось странное выражение. Он тут же взмахнул рукой, но зеленые полосы внезапно стали плотнее, и перед демоном послышался скрежет когтей, разрывающих ветер. В следующее мгновение черный свет легко разорвал зеленые полосы, и его рука странным образом удлинилась, вонзившись в высший дьявольский труп, словно рука была сделана из металла. Вытащив руку, он оставил в дьявольском трупе кровавую дыру размером с чашу, из которой полилась гнилостная черная кровь. Хотя эта рана была бы смертельной для обычных культиватора, дьявольскому трупу она просто причиняла боль.
Это привело его в ярость. Он не только не отступил, но и на его руках появились трехметровые шипы, которые тут же пронзили высшего демона. Душа демона взвизгнула от удивления, поскольку высший дьявольский труп оказался куда более живучим, чем он ожидал. Хотя его поразили шипы, демон просто ухмыльнулся, и две его руки рассеялись по его груди. В момент появления шипов у его груди демон схватил его своими руками в черных доспехах. Со злой усмешкой на лице он сжал руку и начал ломать шипы. Перед тем, как когти высшего дьявольского трупа были разломаны на две части, внезапно появилось облако трехцветных насекомых, окружившее демона. Это шокировало высшего демона, несмотря на дьявольское искусство, которое он использовал для защиты себя. Как только облако насекомых покрыло его, на лице демона появилась ярость. Он внезапно раскрыл рот и выплюнул волны черной ци, которые смели облако жуков перед собой. В следующее мгновение произошло нечто странное. Хотя волны черной ци обрушили на трехцветных жуков, они ничуть не замедлились. Они внезапно стали взрываться один за другим, наполняя воздух запахом крови. Следовало ожидать, золотые прожорливые жуки черного цвета были слабее чисто золотых жуков, поэтому дьявольские волны черной ци высшего демона уничтожили их полностью. Затем высший дьявольский труп поднял другую руку. Демон скривился от нетерпения и исчез из виду, внезапно появившись за высшим дьявольским трупом, а затем ударил его своей черной рукой. Хотя эти действия казались медленными, но как только марионеточный труп повернулся, его лицо встретил кулак. В тот же момент из кулака выскочили угольно-черные костяные шипы, которые мгновенно пронзили голову трупа. Труп дрогнул, а затем прекратил двигаться. Высший демон зловеще улыбнулся, и черное пламя внезапно охватило костяные шипы. Как только демон вытащил костяные шипы, труп несколько раз покачнулся, а затем упал на землю, полностью покрытый черным пламенем. Затем демон набросился на золотых прожорливых жуков, атакуя их шипами из своего кулака. Когда Хань Ли увидел, что высший демон приближается к нему, а его высший дьявольский труп не способен задержать его, он немедленно подумал отступить, увеличив расстояние между ними. В то же время он указал на все огни золотого меча, которые вращались вокруг него, и запустил последовательную серию заклинаний, создав золотую волну из слоев остаточных изображений мечей. Выражение лица Хань Ли дрогнуло, и он решил использовать их для подавления демона, но он не думал, что демон так быстро победит его высший дьявольский труп. Хань Ли почувствовал, как у него по позвоночнику пробежал холод, и горько выругался про себя, ощущая почти физическую боль в сердце. Он первый раз использовал высший дьявольский труп с того момента, как создал его, но он был легко побежден высшим демоном. Неизвестно, удалось ли выжить трупу, но в любом случае он не будет полезен до конца битвы. С этой мыслью Хань Ли начал контролировать марионеточных тигров, стоявших перед ним, и заставил их броситься к демону во вспышках белого света. Огромные марионеточные черепахи остались рядом с Хань Ли и продолжали стрелять лучами льда из пасти. Кроме этого, постоянно раздавались удары меча, которые грохотали, пытаясь окутать высшего демона. Демон холодно фыркнул при виде этого и взмахнул всеми четырьмя руками, высовывая костяные шипы разных размеров из своих кулаков и локтей. Какие-то были ровными, другие — кривыми, но все они мерцали холодным зловещим светом, словно они были невероятно острыми. Прежде чем марионеточные тигры смогли приблизиться, демон исчез в пятне черного света. Потеряв из виду свою цель, они невольно остановили атаки. В этот момент вспыхнул черный свет, и демон появился рядом с одной из марионеточных тигров. Демон с легкостью взмахнул четырьмя руками, марионетка сверкнула черным светом, и в следующее мгновение прекратилась в груду обломков. Фигура демона размылась, и он снова исчез. Марионетка справа сверкнула черным светом, а затем ее грудь пронзил плотный костяной шип, и она мгновенно обмякла. Хань Ли наблюдал за всем этим с яростной тревогой, приказывая золотым мечам преследовать демона. Однако демон снова исчез, и мгновение спустя он оказался в неожиданном месте. Высший демон объединил свою технику движения и технику сокрытия, в результате его маневры стали безупречны. С каждым новым появлением демона еще одна марионетка превращалась в хлам. Они не могли противостоять его атакам. Хань Ли всегда гордился тем, что он был намного сильнее, чем большинство культиваторов, с которыми он сталкивался, но теперь, когда он увидел способности высшего демона, он почувствовал, как кровь застыла в его жилах. Все его предыдущие сражения были ничем по сравнению с врагом, с которым он теперь столкнулся. Даже используя глаза духовного прозрения на всю мощь, он не мог отследить демона. Пока в голове Хань Ли зарождался страх, высший демон добрался до последнего марионеточного тигра и отрубил ему голову. Затем он посмотрел на Хань Ли, и от его взгляда у Хань Ли волосы встали дыбом. С тех пор, как он вошел в стадию зарождающейся души, он никогда не чувствовал страх или беспокойство до сих пор.
Хань Ли глубоко вздохнул и сделал все возможное, пытаясь сохранить спокойствие. Поскольку высший демон использовал странную технику перемещения, похожую на телепортацию, было бы довольно трудно поймать его в формацию золотых мечей. Казалось, ему придется использовать другой метод, чтобы выиграть время. Подумав об этом, Хань Ли указал на волну меча Ци и заставил его вернуться к себе. В следующее мгновение золотая волна из света мечей окутала его Хань Ли. Вскоре после этого Хань Ли сделал жест заклинания, и из его тела раздался звук грома. В следующее мгновение из его тела появились плотные дуги молнии, которые начали переплетаться, образуя одежду из молнии на его теле. Они непрерывно мерцали ослепительным золотым светом. В то же самое время он открыл рот и выпустил ослепительный шар фиолетового света. Шар взорвался, образуя фиолетовое пламя, которое стало издавать пронзительный крик. В следующее мгновение шар фиолетового света превратился в фиолетовую пламенную птицу длиной в фут. Она непрерывно трепетала вокруг Хань Ли, оставляя после себя мерцающие пурпурные искры. Это было все высшее фиолетовое пламя, которое Хань Ли усовершенствовал до сих пор. Действия Хань Ли привлекли внимание высшего демона. На лице призрака появилось враждебное выражение, и он на мгновение остановился, словно пытаясь понять, что делает Хань Ли, а затем предпринял еще одну внезапную атаку. Хань Ли безо всякого выражения взглянул на маленькую птичку и взмахнул рукой, вызвав в руку маленький алый меч. Он был всего лишь несколько дюймов в длину, а его лезвие было полупрозрачным и сверкало малиново-кровавым цветом. Вокруг меча обвелась нить черной ци. Это был кровавый дьявольский меч, который Хань Ли украл у старшей боевой сестры Наньгун Ван. Маленький малиновый меч появился перед Хань Ли и задрожал, наполняя воздух запахом крови. Хань Ли знал, что опрометчивое использование этого меча приведет к последствиям, но это была битва не на жизнь, а на смерть. Он плюнул туманом сгустка крови на маленький меч, и тот ярко засверкал, увеличившись до фута в длину, зависнув в воздухе. Хань Ли торжественно схватил рукоятку меча и взглянул на нее, внезапно почувствовав, как большое количество истинной сущности его тела перетекает в меч. Он быстро отпустил в тревоге и разорвал связь с мечом, чувствуя страх от злой природы этого меча. Собрав всю смелость в кулак, Хань Ли снова схватил меч и посмотрел на высшего демона. На лице высшего демона появилось удивленное выражение, когда он увидел кровавый дьявольский меч. Он полностью сосредоточил свой взгляд на мече. Хань Ли почувствовал недоумение, когда увидел выражение высшего. После минутного размышления высший демон, казалось, узнал, что это за меч, и на его лице появилось радостное выражение. Он сказал: «Очень хорошо. Я не думал, что мы оставили священные инструменты из нашего царства. Если ты согласишься отдать мне этот священный инструмент, я пощажу твою жизнь и позволю тебе уйти». Хань Ли удивленно нахмурился и спросил: «Священный инструмент? Это магический инструмент из царства высших демонов». Высший демон фыркнул и уставился на него, говоря ледяным тоном: «Дела священного царства тебя не касаются. Я спрашиваю, согласен ты или нет? Если бы ты был человеческим культиватором, легко можно было бы согласиться на твое предложение, чтобы спасти свою собственную жизнь. Но ты, с другой стороны, хе-хе». На лице Хань Ли появилось насмешливое выражение.